Президент России Владимир Путин сделал ряд ключевых заявлений о перспективах мирного урегулирования украинского конфликта. Из его слов понятно, мирный план Трампа из 28 пунктов был составлен во время встречи двух лидеров на Аляске. Договориться юридически с Украиной нереально, пока ВСУ не выйдут с территории Донбасса. Никакого прекращения огня не будет. По сути, все заявления российского лидера по Украине – это отказ от любых требований со стороны Киева. Диалог он готов вести только с равноправными партнерами-американцами. Все эти сигналы были посланы президентом России из Бишкека, где Владимир Путин находился с визитом. Почему именно столица Киргизии была выбрана площадкой для стратегического выступления главы Российской Федерации? Во-первых, Киргизия – это страна, которая входит в ОДКБ и ЕАЭС. А значит, Путин показывает, что его позиция отражает и точку зрения этих двух блоков. Кроме того, Москва демонстрирует, что центр мировой политики постепенно смещается от Запада к Евразии. И вопросы мирного урегулирования обсуждаются не только в Лондоне и Брюсселе, как принято было ранее считать. Фактически Путин нивелировал значение переговоров в европейских столицах, как и лидеров, дав понять, что урегулирование украинского вопроса не входит в компетенцию Макрона, Мерца или Стармера. А заодно просигнализировал Вашингтону о том, что Россия не торопится и готова воевать дальше, если не будут учтены ее интересы. Путин уже дал понять, что ждет американских представителей в Москве в первой половине следующей недели. А кто это будет, должен решить Дональд Трамп. Явно российский лидер дает переговорщикам с американской стороны время для убеждения Зеленского. И судя по тому, что сейчас начались обыски НАБУ у Ермака, давление это будет очень серьезным. Недаром же 28 ноября в Киеве снова был сокурсник вице-президента Венса, командующий армией США генерал Дрискл, и популярно объяснил Зеленскому, что шансов продолжать войну и воровать на ней больше нет. По данным информированных источников, Дрискл требовал от Зеленского пойти на ключевые уступки. Выход ВСУ из Донбасса, отказ от НАТО, ограничение армии. Чтобы затем, включив эти нормы, повести на следующей неделе обновленный мирный план в Москву. Правда, пока Киев согласия на эти пункты не давал, но из офиса президента в Киеве идут сигналы о том, что в ближайшее время Зеленский может выступить с обращением к нации на очень важную тему. А пока пиарщики пишут Владимиру Александровичу текст его судьбоносного выступления, стало понятно, что в Москве ждут Уиткофа. Президент России сказал, что через неделю спецпредставитель Трампа приедет в Москву. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский и представители МИД Российской Федерации. Путин признал, что обсуждаемые сейчас 28 шагов навстречу миру родились из общения президентов Российской Федерации и США на Аляске. Проектов договора не было. Был список вопросов, которые предлагалось обсудить. И да, Россия согласна, что план США по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей, подчеркнул российский президент. О переговорах с Европой и Украиной речи не идет. Путин акцентировал внимание на том, что с Украиной невозможно ни о чем договориться юридически. Конечно, мы хотим договариваться с Украиной, но сейчас это практически невозможно. Невозможно юридически подписывать документы с нынешним украинским руководством. Оно бессмысленно. Оно допустило стратегическую ошибку, побоявшись провести президентские выборы, считает Путин. По словам российского президента, Россия тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной, но в Российской Федерации провели выборы. Нам нужно, чтобы решение на международном уровне было признано основными международными игроками, объяснил глава государства. При этом он напомнил, что только Верховная Рада Украины имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а вот президент нет. Это означает, что, по мнению Путина, подпись под историческим документом со стороны Украины может поставить кто-то из членов Президиума Верховной Рады. А может и новый спикер. Недаром же в парламенте все громче говорят о переформатировании большинства и избрании нового председателя Рады. Но пока дело дойдет до подписи и гарантий, предстоит долгий процесс обсуждения по каждому пункту российско-американского мирного плана. Он разделен на 4 части: территориальное и иное урегулирование между Российской Федерацией и Украиной, гарантии безопасности Украине от США и Евросоюза, согласие России, США и Евросоюза о снятии санкций, судьбе замороженных активов, возвращение в международные организации.
Что же касается неозвученной пока части плана, то, возможно, она посвящена отношениям с НАТО и нейтральному статусу Украины. Но раз Альянс – отдельная структура, то, скорее всего, с ним тоже нужно подписывать соответствующее соглашение. Мы же сосредоточимся на том, что уже озвучено президентом России и широко обсуждается. Заявлений прозвучало много, и они касались тем СВО, войны с Европой, разложения украинской армии и территориальных потерь Украины. Во-первых, окончание боевых действий Россия напрямую увязывает с уходом ВСУ занимаемых ими территорий. Тогда и прекратятся боевые действия. Не уйдут, мы добьемся этого вооруженным путем, заявил Путин. Он дал понять, что российские войска способны захватить всю территорию Донецкой области, а вооруженные силы Украины могут потерять боеспособность. А дальше что? Дальше Купинск, Славянск, Северск. Там уже идут боевые действия, напомнил президент Российской Федерации. Он также отметил, что российская армия почти взяла под контроль Волчанск и находится в 1,5 километрах от Гуляйполя, после чего пойдет дальше. Путин добавил, что, по его мнению, те, кто на Западе понимает, к чему может привести ситуация на земле, требуют от Киева уступок. Между прочим, Путин впервые открыто сказал, что на Западе есть понимание, чем может завершиться попытка удержать фронт любой ценой. И именно это понимание толкает европейских и американских кураторов требовать от Киева территориальных уступок. Иначе говоря, не Россия давит на Киев, а Запад, видя надвигающееся военное поражение. А Российская Федерация исходит из сценария, где принудительный демонтаж украинской линии обороны – лишь вопрос времени. Как мы обозначили ранее, именно Москва сейчас задает темп. Российский лидер дает понять, что у российской армии больше нет стратегических ограничителей, которые сдерживали бы ее от развернутого наступления на всю Донецкую область, да и другие регионы тоже. Во-вторых, Путин назвал одним из ключевых моментов в переговорах с США признание суверенитета России над Крымом и Донбассом. По его словам, это будет главным предметом переговоров Москвы и Вашингтона. Спасибо, что обратили на это внимание. Это один из ключевых моментов, указал Путин на пресс-конференции в Бишкеке. Таким образом, президент России ясно ответил на вопрос, как он относится к тому, что американская сторона готова признать Крым и Донбасс российским де-факто, но не де-юре. Вопрос тут принципиальный, и Путин на этом делает акцент. Одно дело, когда решения признаны и территории находятся под российским суверенитетом, и в случае нарушения договоренности это будет нападением на Россию со всеми вытекающими ответными мерами. Или это будет восприниматься как попытка Украины вернуть свои территории. Конечно, нам нужно признание, но не от Украины. Но Украина даже при желании не сможет признать новые территории Российской Федерации и гарантировать их безопасность. Статья 73 основного закона определяет, что исключительно всеукраинским референдумом решаются вопросы об изменении территории Украины. То есть нужны изменения в Конституцию Украины, нужен всеукраинский референдум. Нужно решение Конституционного суда, которого фактически сегодня не существует. Зеленский этот суд уничтожил, чтобы не признали незаконность его правления. Понятно, что реализовать сегодня это все на Украине объективно невозможно. Поэтому на первом этапе Россию устроит международное признание юридического факта контроля Российской Федерации над новыми территориями. Если, например, США признают суверенитет России над новыми территориями, то уже не смогут вооружать Украину, чтобы Украина эти территории вернула как свои. И все, включая Совбез ООН, кто совершит такое юридическое признание, обязаны будут любые подобные действия Украины воспринимать как агрессию против России. А уже после мирного урегулирования и проведения выборов на Украине, такое признание будет юридически реализовано и на Украине. Как отметил президент Путин, на Украине достаточно политиков, которые готовы будут это сделать после политической перезагрузки страны, объясняет политолог Александр Скупченко. В-третьих, речь прямо идет о разделе Украины, ведь часть ее территории уйдет под юрисдикцию России, а там после перезагрузки власти и референдумов может и Одесса с Николаевым отвалится. Главный эффект плана Трампа не в количестве пунктов, а в том, что невозможная ранее дискуссия о разделе Украины принята и вошла в общую повестку, даже для европейцев. Это теперь непреложный факт, раздел состоится. По каким границам? Вопрос вторичный, считает нардеп Александр Дубинский. С ним солидарен и политолог Дмитрий Корнейчук. В итоге план Трампа оказался договоренностями США и Путина по разделу Украины.
Ну что сказать, Украина сама виновата в похудении. Еще с 22 года Россия предупреждала комиков и их европейских покровителей, что каждое новое соглашение о прекращении военных действий будет хуже предыдущих. 4 года спустя эти прогнозы стали реальностью, и Украина на грани потери 4 областей с разрушенной экономикой и инфраструктурой и с резко сократившимся числом жителей, считает Корнейчук. Вот такие вот, друзья, у нас новости. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.